Всем привет! Меня зовут Артем, и вы на канале Коптим Вместе. Сегодня я решил приготовить очень простой и вкусный рулет из свиной грудинки. Ну, типа что-то а-ля панчетта. Ну, не буду конкретно привязываться к рецепту панчетты, приготовлю из тех ингредиентов и специй, которые нравятся мне. Значит, что нам для этого потребуется? Это, естественно, свиная грудинка, соль нитритная, перец душистый, кориандр молотый и смесь трех перцев. Здесь черный перец, белый и зеленый. Полный рецепт и раскладки по граммовкам я оставлю, как всегда, в конце ролика. Так что досматривайте до конца. Все, приступаем к приготовлению. Первым делом нам необходимо смешать все специи. Все специи смешал в однородную массу, и пришло время обработать ими грудинку. Для этого возьму такую гастроемкость. Перемещаем грудинку и натираем. Старайтесь как можно тщательнее втереть всю подсолнечную смесь в наш кусочек мяса, чтобы у нас все хорошенечко просолилось. Кусочки готовы. И теперь наша задача убрать нашу грудинку на просол. Просаливать мы их будем в вакуумных пакетах. У кого нет такой возможности, нет вакууматора, ничего страшного в этом нет. Просто заверните как можно лучше в пищевую стретч-пленку и уберите в холодильник. По срокам скажу чуть позже. Помещаю кусок в пакет. Сделаю это за кадром, потому что это несподручно делать одному. Два кусочка я поместил в вакуумные пакеты. И теперь пришло время их завакуумировать. Кусочки я завакуумировал. И теперь убираю их в холодильник на 10 суток. Итак, господа, прошло 10 суток. А точнее 11, да, если быть точнее. 11 суток у меня пролетело как один день. Мяско наше замариновалась, просолилась 100%. Теперь я вскрываю вакуумный пакет и буду мясо частично, промою его, да, немножечко, потому что я добавил достаточно большое количество душистого перца. Вот, я хочу его немножечко смыть, убрать. И затем я вам покажу, что будем делать дальше. Мясо промыл, лишние специи убрал. И теперь пришло время чесночок добавлять на наше мясо. Грудинка с чесночком будет очень-очень вкусно. Натру чеснок, вот такой девайс купил в магазине, очень удобный. Ой, блин, ну, наверное, китайский сразу ломается. Довольно-таки удобное приспособление, как минимум забережет ваши пальцы. Чеснок натер, теперь пришло время намазать наше мясо. Мясо начесночил, и теперь пришло время формировать рулет, скручивать, так скажем, мясо. Все это делается элементарно просто. Берем и вот так вот прям подворачивая, скручиваем. Все, рулет готов. Берем, это у меня колбасный шпагат, вы можете взять там любую другую там веревку, бечевку. Вот так, сейчас будем резать. Самое главное, это делать нужно очень-очень плотно. Очень прям вот так вот прям связываем. Раз. И обматываем второй петлей. Вот так вот. Наша задача, чтобы рулет наш был плотный. И еще одна петелечка. Отлично. Так, теперь таким образом продеваем.
В принципе, этот метод обвязки точно такой же, как и для рыбы горячего копчения. Ничего сложного в этом нет. Вот. И связываю, так скажем, две стороны, два кончика. Вот так раз. Прям вот так вот. И два. Все готово. Вот посмотрите, какой получился рулетик. Ничего сложного. Все сами прекрасно видели. Теперь нам потребуется вот такой вот простой девайс. Ну, это такая труба, которая продается в любом хозяйственном строительном магазине. Наша задача одеть на эту трубу сетку формовочную. Все это делается элементарно просто. Вот. Теперь завязываем хвостик. Готово. Теперь наша задача поместить грудинку в трубу. Видите, как у нас все там выглядит. Так. Переворачиваем и опускаем. Все это предельно просто, понятно и доступно для всех. Вот таким образом. Готово. Теперь я сейчас перевяжу сверху веревочкой. Вот так вот подзакручу, чтобы рулетик наш был плотный, такой сбитый. Рулеты формовочной сетки. Одеваю их на крючки. Таким образом. Вот. И идем к термокамере. Поскольку рецепт у нас варено-копченый, сначала мы будем с вами варить грудинку, варить наш рулет. И будем готовить его на пару, значит, с помощью парогенератора, который установлен уже в нашей термокамере. Варить наше мясо я буду при температуре 80 градусов до 70 внутри куска. Итак, включаю термокамеру. Выставляю сейчас температуру на 80 градусов и вставляю термощуп. Термощуп вставляю для контроля температуры внутри куска. Температура готовности, повторяю, будет у нас 70 градусов. Все, сейчас в нашем мясе 11 градусов. Я закрываю термокамеру. И как только коптильня мне подаст звуковой сигнал, мясо будет готово. И я уже покажу и расскажу, что будем делать дальше. Итак, процесс варки завершен. Температура в нашем рулете составляет 70 градусов. И пришло время открыть термокамеру и показать, что же там получилось. Рулет полностью готов. Он достиг своего кулинарного апогея, так это можно назвать, да, кулинарной готовности в 70 градусов. Теперь нам нужно его подготовить к копчению. Сейчас я на своей термокамере включу режим сушки-вялки. Как только мы убедимся в том, что наше мясо подсушилось, подвялилось, тогда уже будем подавать дым. Пока закрываю термокамеру, дабы не выпускать тепло, и буду сушить, вялить. Ну, я думаю, что буквально 30-40 минут, и наш продукт будет полностью готов. Наш рулет подсушился, подвялился и полностью готов к копчению. Коптить сегодня я буду на смеси двух щеп, ольха и груша. После того, как мяско закоптится, кстати, коптить я его буду буквально 25-30 минут, я его вывешу проветриться и затем уберу в холодильник на выравнивание вкуса. И затем уже встретимся с вами на дегустации. Наконец-таки наш рулет готов, и мне уже не терпится отведать, что же получилось. Сегодня, и не только сегодня, а уже по традиции, буду пробовать с кем? Естественно, с Вованом. Вован, иди сюда, и сейчас попробуем, давай. Что я тут наварганил. Грудиночек. Грудиночка, да. Кстати, всем привет. Режь давай, вот. Большой, маленький давай начнем. Режу прям посередине, да. И посмотрим, какой срез. Приступай, уже не терпится. Ты понял, какой срез, Вовчик?
великолепный. Я бы даже назвал это каким-то произведением искусства. С чесночком. С чесночком. Аромат прям. Стой, не хватай. Не Да хватай. ладно, не буду хватать. Издевается, тут же слюной подавился. Не хватай. Вы думаете, вот эта дегустация, это все так легко, вы ошибаетесь. Это морально сложно. Да, это нужно иметь стойкость очень сильную. В общем, вот такая вот у нас сегодня будет с тобой дегустация. Многие напишут, что вот на сухую, но мы сегодня встречаемся вечером у тебя в гостях, поэтому... Короче, пробуем. Это рулет копченый, чесночный. Как он блестит. Смотрите, аромат какой. Ну, да. Не резиновый, самое главное. Прям хорошо живется. Да, и плюс ко всему чесночок здесь, Класс. Вовчик, да? Прям... Ну, классная вещь. Мне понравилось. Слушай, еще плюс выглядит необычно. Да. Вот на стол положить для разнообразия будет классно. О, а смотри, на бутербродик прям раз, на хлебушек. Да, она и без хлебушка хорошо Да, идет. да. В общем, готовьте такой рулет, он реально крутой получается. Прям вкуснейший, аромат чесночка. По соли великолепно. Вот. Готовил сие блюдо я на своей коптильне. традиции уже. По традиции, да. От компании Хобби Смок. В этой термокамере, на это вообще оборудование от этой компании получается всегда все вкусно. У ребят большое количество дымогенераторов, сопутствующих товаров, коптилен, термокамер и так далее. Ссылку оставлю прям под этим роликом. Заходите, смотрите. Заказывайте оборудование и коптите вместе с нами. Поэтому, если все вам понравилось, подписывайтесь на наш канал, ставьте большие пальцы вверх, пишите комментарии, задавайте любые вопросы. А также не забывайте про наши соцсети. Это группа ВКонтакте, Телеграм и Яндекс.Дзен. Друзья, до новых встреч. Все, в общем, пока. Увидимся. Пока.